Звуковые слайды. Человека по свойствам его восприятия можно условно отнести к одному из трех типов – визуальному, кинестетическому и аудиальному. Одни лучше оперируют зрительными образами, другие более чувствительны к ощущениям, третьи особо восприимчивы к звукам. До сих пор у нас речь шла о слайдах, включающих в себя зрительные и чувственные образы, как наиболее предпочтительные. В некоторых практиках духовного совершенствования используется техника аффирмаций. Человек в мыслях делает многократные повторения установки на определенную цель. Например, такая аффирмация «У меня отличное здоровье», «Мощная энергетика и душевный комфорт», «Я спокоен и уверен в себе». Многократные повторения вслух или про себя подобных фраз больше всего подходят людям аудиального типа. Но поскольку чистых типов не существует, аффирмации с успехом может использовать любой. Аффирмации работают так же, как и слайды, но их надо применять с учетом различий в языках души и разума. Во-первых, душа не понимает слов. Если вы будете бездумно твердить что-то, это ничего не даст. Душа понимает лишь бессловесные мысли и чувства. Слова могут в некоторой степени смоделировать мысли и чувства, но это уже не то, потому что речь вторична. Гораздо эффективнее один раз почувствовать, чем 1000 раз повторить. Поэтому надо стремиться одновременно переживать то, что вы повторяете. Во-вторых, отдельная аффирмация должна быть узконаправленной. Не стоит объединять вместе сразу несколько целей. Например, выше приведенная аффирмация, казалось бы, очень хороша по содержанию. Там есть все, что нужно. Однако, повторяя такую аффирмацию, вы не сможете вызвать у себя весь комплекс требуемых ощущений. В-третьих, необходимо избегать монотонности и однообразия. Каждую новую серию повторений следует сопровождать новыми аспектами переживаний и ощущений. Например, если постоянно повторять себе «я спокоен и уверен в себе», эти слова скоро перестанут для вас означать то, что они несут. Уверенность появляется в момент возникновения намерения быть уверенным. Желание нужно вынашивать, долго себя убеждая. Намерение, наоборот, действует сразу. Хочешь быть уверенным – будь им. Ну и, наконец, не следует направлять аффирмацию на борьбу со следствием, не устранив причину. Например, нет смысла повторять «мне нечего бояться и не о чем беспокоиться», если причина беспокойства остается на месте. К тому же аффирмация должна быть сформулирована в позитивном ключе. Вместо бесконечного повторения того, чего хотите избежать, программируйте себя на результат, которого хотите добиться. Например, негативную аффирмацию «я не боюсь и не беспокоюсь» лучше заменить позитивной «у меня все получается». Что именно должно получиться, чтобы у вас не было повода для беспокойства, указывайте конкретно. Обратите внимание, нужно говорить «все получается», а не «все получится». Если вы формулируете аффирмацию в будущем времени, будущее так и не станет настоящим, а превратится в оазис где-то впереди. Вам необходимо настроить параметры своего излучения так, как будто вы уже имеете то, что заказываете. Заказывать душевный комфорт тоже бессмысленно. Душевный комфорт – это следствие согласия души и разума в отдельно взятом вопросе. Согласия невозможно добиться вообще, то есть абстрактным самовнушением. Можно только приучить и успокоить душу с помощью конкретного слайда. Аффирмации наиболее эффективно работают только в том случае, если вы находитесь в нулевом эмоциональном состоянии, когда нет избыточных потенциалов. Подсознание нельзя убедить или приказать ему. Включая любые эмоции, вы нарушаете равновесие. Если вы с напором пытаетесь вдолбить себе одну и ту же мысль, ваша душа заткнет уши. Наиболее эффективно бесстрастное повторение в расслабленном состоянии. Тогда, может быть, ваш разум достучится до подсознания. А если разум с жаром пытается убедить дуплу, значит он сам не верит, и никакие повторения не рассеют сомнения. Давлением разума на душу вы ничего не добьетесь. Решимость иметь невозможно сформировать на фоне эмоционального подъема. То, что вы имеете, кажется обыденным и само собой разумеющимся. Вы спокойно и не настаивая берете свое, словно почту из ящика. Если вы ошибочно принимаете свою напористость за решимость иметь, то в это время кружитесь на месте,
взявшись за руки с маятником. В один момент он отпустит руки, и вы кубарем скатитесь в яму прежней нерешительности. Когда же ваша решимость иметь лишена желания иметь, маятнику не за что зацепиться. Как вы понимаете, аффирмация – это своего рода звуковой слайд. Можно использовать как видеослайды, так и аффирмации. В комплексе они производят наилучший эффект. Вот пример такого комплексного слайда. Допустим, он содержит картину вашего нового дома. Вы сидите возле камина. Кресло-качалка скрипит. Дрова весело потрескивают. Как приятно смотреть на огонь. За окном шумит дождь и холодный ветер, а вам уютно и тепло. На столике лежит любимое лакомство. По телевизору идет интересная передача. Вы все это видите, слышите, ощущаете и приговариваете про себя «мне комфортно». Вы не смотрите на слайд и не слушаете его, а живете в нем.